Знаете, довольно любопытно было пройти эту игру, ведь она построена на мифологии, на легендах о короле Артуре. Сразу скажу свое мнение о игре, а именно, мне она понравилась. Во всем я расскажу по ходу разъяснений. С вами Нер Гелбит и чертовски офигенная и атмосферная Sonic and the Black Knight. Мы начинаем. Sonic and the Black Knight – видеоигра серии Sonic the Hedgehog в жанрах платформер и экшен-адвенчер, изданная компанией Sega для игровой приставки Wii весной 2009 года. Игра является продолжением Sonic and the Secret Rings и входит в серию Sonic Storybook. У меня, конечно, не было Nintendo Wii, но я поиграл на эмуляторе с геймпада Xbox 360, да еще и с улучшенной графикой. Конечно, пришлось покопаться в настройках перед тем, как играть, но я смог. Я не знаю, каково играть в эту игру на нунчаке от Nintendo Wii, но на геймпаде мне зашло. Хотя мне кажется, что с нунчаком было бы другое ощущение. А еще я пробовал играть в эту игру на клавиатуре, и это было больно. Там такой бардак творился с управлением на клавиатуре. Я там час в настройках сидел, потом забил и скачал специальные файлы для игры на геймпаде. Если Sega решит портировать Sonic and the Black Knight на ПК, я буду счастлив как никто. Но давайте поговорим про сюжет. Действие игры происходит в королевстве короля Артура под названием Камелот, куда главный герой Еж Соник попадает благодаря волшебнице Мерлине, внучке волшебника Мерлина. Она просит синего ежа помочь в освобождении ее мира от тирании Артура, который был проклят неизвестными злыми силами из ножен Экскалибура и стал черным рыцарем. Чтобы уничтожить проклятие и спасти королевство, Сонику помогает говорящий меч Калибуром. Дальше сюжет я не буду описывать в подробностях, так как это занимает много времени. Я вам потом еще расскажу о сюжете. Но если говорить, понравился мне сюжет, то ответ будет не так прост. Понимаете? Поначалу сюжет вроде как нормальный, но после того, как Соник победит короля Артура, начнется что-то непонятное и не совсем логичное. Например, Соник будет называть всех персонажей по именам из его вселенной. К примеру, он назовет Ланселота Shadow. I have found you, apprentice knight, enemy of my king. Who the heck are you? Shadow? Ты чё, дура? I am Lancelot, Knight of the Round Table. Но об этом я расскажу попозже. О да, я ждал момента, чтобы это обсудить. Дело в том, что нам наконец предоставили возможность догадаться, кто кому родственник, муж или жена, вообще у кого с кем какие отношения. Начнем с Shadow. Темный ежик Shadow представлен нам в этой альтернативной вселенной как сэр Ланселот. Ланселот – один из величайших рыцарей круглого стола из легенд о короле Артуре. Хотя он верный друг и союзник короля Артура, его роман с женой Артура Гвиневрой в конечном счете приводит к гражданской войне и падению Камелота. Если у вас вопрос, кто здесь Гвиневра, то ответ вроде как прост, но с другой стороны не очень. Дело в том, что в игре нам не показывают Гвиневру, но порывшись в интернете, я нашел две версии, кто мог ей быть. Первый вариант это Салли. Это, конечно, любопытная теория, но она сразу откладывается, так как Салли не каноничный персонаж во вселенной Соника. Она была только в старом мультсериале Sonic Underground. Sonic. You were great. Our brothers. Sonic? Just kidding, Sal. Kiss wasn't that. Поэтому я предпочитаю другой вариант. Я думаю, что Гвиневра это Руж. Как по мне, это самый логичный вариант, так как, во-первых, Руж каноничный персонаж. Во-вторых, у Shadow больше всего к ней есть чувства, скорее всего любовные.
Также мы знаем по легендам, что Гвиневра жена короля Артура. Если вы думаете, что король Артур это вот этот вот парень, то вы ошибаетесь. Король Артур, спойлер, это Соник. А, вы не ослышались. Получается, что Руш жена Соника. А вы, наверное, думали, что Соник будет Сэмми. Да опять же, все логично. Соник и Шэдоу верные союзники. Разве не так? Вспомните концовку Sonic Adventure 2. Но если вы думаете, что Руш изменил Сонику с Шэдоу, то тут тоже все не так просто. Ланселот становится рыцарем круглого стола и начинает роман с королевой Гвиневрой. Женщина по имени Элейн Карбеник влюбляется в Ланселота и обманывает его, заставляя поверить, что она Гвиневра. От этого союза Элейн родила сына Ланселота, сэра Галахада. Короче, выходит, что у Шэдоу с Руш был роман, но ничего серьезного между ними не было. Видимо, они планировали что-то серьезное, но не успели. Зато успела женщина по имени Элейн Карбеник. Кто она такая, даже в мысли не приходит. Ведь женских персонажей в мире Соника мало, да и тем более известно, кто из всех них кем является. Кроме Ванилы, Хани, Марии, Волны и Крим. Можно, конечно, делать теории, что Элейн это Ванила или Крим, но это нелогично, как по мне. Также мы знаем, что у Шэдоу с Элейн родился сын, которого зовут сэр Галахад. Галахад – рыцарь круглого стола короля Артура, один из 3 искателей Святого Грааля. Внемрачный сын сэра Ланселота и леди Элейн. Отмечается, что сэр Галахад славился своим целомудрием и нравственной чистотой. И известно, что Галахад это Сильвер. Это уже официальная информация, а не теория. Так что по-любому уходит, что Сильвер сын Шэдоу. Также известно, что в конце концов роман Ланселота и Гвиневры разоблачен, и девушка приговорена к смерти. Он спасает ее, но в процессе убивает братьев Гавейна, Гаррета и Гахериса. Гавейн, если что, это Наклз. Это тоже официальная информация. Его в игре так называют. Это превратило Гавейна и Ланселота во врагов и раскололо круглый стол. Причем некоторые рыцари присоединились к нему, а некоторые к Гавейну, что привело к гражданской войне. В игре Мерлин упоминает разлом Ланселота и Гавейна в ролике перед финальной битвой, ссылаясь на эту историю. Согласно легендам, Гавейн является племянником короля Артура. Стоп, а вот отсюда поподробнее. Вы что, хотите сказать, что Наклз племянник Соника? Нет, ну это уже бред. Что вы несете? Что вы такое сочиняете? Я не могу понять. Ну бред же! Ну бред! Поэтому я не хочу считать это правдой. Фух. Осталось обсудить еще пару персонажей. Персиваль. Герой куртуазного эпоса. Миф о Персивале образует одну из ветвей сказания о короле Артуре и его рыцарях. В ходе цикла романов «Круглого стола». Персивалем в игре называют Блейз. Еще известно, что он был сыном короля Перинора и, следовательно, братом сэра Ламарака. В легендах также упоминается, что сэр Персиваль владел не мечом, а безымянным копьем. Насчет отца я ничего не нашел, а вот кто сэр Ламарок, я узнал. Ламарок — это... Джет? Чего, блядь? То есть вы хотите сказать, что вот этот ястреб, брат вот этой кошки? Но почему мне кажется, что официальная информация звучит бредовее, чем фанатская? Но у нас остался еще один персонаж. И... Нет, это не Тейлз, который кузнец. Про него сказать нечего, у него даже имени нет. Его все называют Кузнец. Я в интернете проверял, я не шучу. Последнее, о ком я хотел поговорить, так это Аэми. Здесь ее называют Леди Озера. Ну, или Немуэ. Владычица озера, она же Озерная фея. Персонаж или ряд персонажей в цикле артуровских легенд. В настоящих сказках о короле Артуре Немуэ являлась матерью сэра Ланселота. Послушайте, это же бред. Ну ведь бред. Про нее нечего сказать. У нее вроде ни с кем нет никаких отношений.
но разве что первый меч Ланселота Арандайт был выполнен в Леди Озера и самих звезд. В итоге мы имеем Руж, жену Соника, которая начала тайный роман с Шэдоу. который является сыном Эми. Шэдоу перепутал Руж с какой-то женщиной, и у них появляется Сильвер. Эту таинственную женщину казнили, но Шэдоу отомстил и даже убил Наклза, который был племянником Соника. Но насчет племянника еще раз повторяю, это бред. Поэтому давайте сделаем вид, что это не так. Все в принципе логично, кроме Наклза, Блейз и Джета. А так, в принципе, мои безумные теории закончились. Давайте продолжим говорить, но про геймплей. Геймплей мне зашел, но иногда все-таки играть было не очень удобно. Так как я играл на джойстике, я буду говорить про плюсы и минусы игры на геймпаде. Драться и прыгать очень даже удобно, я бы даже сказал драйвово. Я не думал, что получу от игры такой кайф. У меня последний раз было такое чувство, когда я играл в Sonic Unleashed. Это чувство не передать словами, просто попробуйте сами. Единственное, было не совсем удобно передвигаться. Когда вы отклоняете стик вперед, Соник начинает взмахивать мечом, а потом уже идти. Да и при том, он вначале бежит трустой, только потом на максимальной скорости. В общем, не теряйте ритм, тогда вы будете чувствовать себя как рыба в воде. Да, и кстати, в игре можно играть не только за Соника, но и других рыцарей, таких как Ланселот, Персиваль и Гавейн. У всех разные способности, и это круто. А то я вспоминаю Sonic Forces, в котором Shadow Sonic не отличается по геймплею. Ну, а тут все круто. Ланселот, он же Shadow, умеет телепортироваться. Ну, как Хаос Контроль. Персиваль, то есть Блейз, умеет кружиться и делать тем самым огненную воронку вокруг нее. Ну а Гавейн умеет летать и приземляться как Наклз. Еще вроде в игре можно поиграть за Ламарока, он же Джет, Галахада, то есть Сильвера, и Кузнеца, ну, который Тейлз. Вот вы хотели всех персонажей играть именно за него. Он даже не рыцарь, да и ладно бы с этим. Но чтобы его разблокировать, знаете, что вам надо сделать? Для того, чтобы его разблокировать, надо починить 20 мечей. Или что-то в этом духе. Я игру не проходил на 100%, потому что мне было все равно на оставшихся персонажей. Но прикиньте, сколько всего надо сделать, чтобы просто поиграть за этих персонажей. Стоит это того или нет, вы сами для себя решайте. А я вынужден приступить к следующим пунктам. Мне больше всего понравился уровень Камелот Касл, потому что он запоминающий и есть желание его перепройти. Да и вообще Камелот получился красивым. Также мне запомнился уровень Crystal Cave. Я думаю, те, кто играл в эту игру на эмуляторе, уже догадались, о чем я. А именно, я говорю об этом моменте. Смысл в том, что надо направить луч света в кристалл с помощью меча. На джойстике это было трудно сделать, а на клавиатуре, скорее всего, вообще ад полный. Был бы у меня оригинальный нунчак от Nintendo Wii, все было бы куда проще. Да, кстати, я хотел бы упомянуть, что в игре нет счетчика жизни, поэтому сильно бояться за свое драгоценное время нет смысла. А еще вместо колец вы будете собирать либо бабочек с пыльцой, либо яблоки. А еще в этой игре можно собирать в уровнях определенные вещи и крафтить в лавке кузнеца оружие. Музыка на уровнях мне понравилась, а главные темы игры так вообще крутяк. Особенно мне запомнились песни With Me, Every world will have its end. I'm here to prove it all to you. I am who you don't think I am. Around. Fight the Night,
разумеется, Night of the Wind. Welcome to the greatest storm. I know you have waited much too long. And I will be your shining star. I'm here to conquer fear and fall like a sword. I run into the heat of day. Боссы, в принципе, легкие, кроме одного. Он меня реально выбесил. Я говорю про вторую битву с боссом королем Артуром. Бегать за ним, уклоняться, защищаться и перепрыгивать я могу. Но когда вы с ним деретесь, вам надо вовремя ударить его. А именно когда меч засветится. И так 6 раз подряд. Просто попасть в тайминг. Легко, думала Sonic Team. Но хрен-то там. Для того, чтобы пройти этого босса, вы должны сосредоточиться. Так что меня не устраивает отношение Sonic Team к боссам. Слушай, не нравится, пошел хер отсюда. Это не для тебя сделано и не для таких, как ты. А еще у нас есть финальный босс. Он не легкий, но и не сложный. Он нормальный. По сюжету оказывается, что король Артур это фейк. Его сделал Мерлин давным-давно. А Мерлина, которая, если что, внучка Мерлина. В общем, Мерлина плохая. Это был ее план победить фейкового короля Артура и захватить весь мир. Вот об этом я и говорил в самом начале. Сюжет поначалу хороший, а потом скатывается и становится не совсем логичным. То есть, по-вашему, я должен поверить, что Мерлина специально вызвала Соника из его вселенной в свою, чтобы победить короля Артура и захватить мир. Попахивает халтурой. Не находите? Да, конечно, вы скажете, что Мерлина в самой первой катсцене попала в передрягу с ненастоящим королем Артуром, поэтому она и вызвала Соника. А потом и вовсе решила, раз он здесь, то пусть и побеждает поддельного Артура. Но все равно, зачем ей захватывать мир? Она же внучка Мерлина. Разве она наоборот не должна помогать всем? Да и раз Мерлин сам сделал короля Артура, то почему он не заколдовал его, чтобы он не нападал на его внучку? Псst, парень, мы тут финального босса пришли обсуждать. А, да, точно. В финальной битве Соник становится Экскалибур Соником и побеждает Мерлину. Потом происходит достаточно милый диалог между Соником и Мерлиной. Merlina, every world has its end. I know that's kind of sad, but that's why we gotta live life to the fullest in the time we have. At least, that's what I figure. Grandfather. А потом выясняется, что Соник это король Артур. Вот это поворот! После этого идут титры. Потом сцена после титров. Опять там Марвел. Ну и Соник рассказывает Эми, где он был. А она не верит и говорит, что он просто не хотел идти с ней на свидание. И придумывает ей отговорки. В итоге я хочу сказать, что игра-то неплохая. Просто кому-то она показалась либо скучной, либо неудобной, либо сама идея показалась кому-то бредовой. Но лично мне игра зашла. Рекомендую, если не играли. И вообще, я смотрю сейчас на оценки к этой игре. Все очень даже хорошо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я очень заморочился. Если вы меня поддержите, я буду благодарен. Оставляйте комментарии. Всем удачи и пока.